Беспроводные наушники, которые оснащены чипом QCC3040, наш стандартный, с кодеком aptX Adaptive, кодек высокой четкости, технологией шумоподавления CVC 8.0 для микрофонов, беспроводной зарядкой бокса, сенсорным управлением полноценным с возможностью регулировать громкость прямо с наушников. Также данная пара может отыграть 9 часов на одном заряде и 36 часов вместе с боксом. Вот так красиво можно перечитать все плюсы из рекламы к наушникам под названием Weiser C3 2i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать Weiser C3 2. Что это такое? Это что-то, что мне прислали какого-то лешего уже поцарапанным. Вы прикиньте? Weiser! Кто-то говорил, что они уже разорились. Ну, возможно. Эта штука выглядит довольно неплохо. Кстати, во всяком случае, если смотреть на это дело в очках. Внутри все матовое. Вот здесь у нас прорезиненные вставки, чтобы наушники не болтались. Здесь у нас индикатор батареи. И из интересного еще у нас, разумеется, запасные амбушюры и кабель для зарядки USB-C, USB-A. Посмотрим, насколько он хорош. Ну, во всяком случае, неплох. Наушники выглядят габаритными, но по ощущениям они где-то примерно граммов 5 весят. Нет ощущения, что они по 7. Да, ровно 5 граммов. Мне кажется, скоро мои уши можно использовать просто для взвешивания наушников. 4,9 грамма, я бы даже сказал, они весят. И 44 грамма весит сам бокс. Все это дело выглядит классно, никаких программ, хотя здесь есть, опять же, QR-коды. Мне кажется, что это QR-коды не для программы, а для чего-то другого. К слову, обещают беспроводную зарядку бокса. Так что будем смотреть. Никаких тут наклеек. Есть наклейки на наушники, к сожалению. То есть бокс, пока все это дело шло и лежало у меня, лежало довольно долго. Я Weiser, честно, местами недолюбливал, потому что мне попалась очень нехорошая одна их модель, с одной стороны. С другой стороны, у Weiser обычно хороший звук. Это факт. То есть мне попался брак, я на них слегка был в расстройстве по причине их покупки, потому что, по-моему, это были дорогие наушники. Плюс они были не особо удобные. Эта штука тоже внешне, может быть, не кому-то, не всем подойдет, она довольно габаритная, но никаких аляпистых каких-то штуковин из разряда колхозного, не знаю, блестяшки нету. За что им огромный плюс. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Если есть еще какие-то конкурсы, смотрим в описании. В описании также есть ссылка на мой личный телеграм-канал. Я там постю то, что планирую тестировать. Телеграм-канал скидок. Я там размещаю то, что сам купил. Для того, чтобы сделать обзор, разумеется, все еще выгодное. Плюс скидки. И телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже 14 тысяч человек. Всем, кому интересно, подписываемся. Всем будем рады. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме периодически делаю неинтересные смартфоны прожарки в онлайне, либо на лайв, либо на основном канале, когда я тестирую при вас, чтобы у вас отпали все вопросы. Полетели. В продаже имеется, по всей видимости, только одна синяя расцветка данной модели, других я не видел. Бокс средних размеров, габариты 71 на 44 на 34 мм. В кармане бокс слегка мешается. Выполнен он из пластика, качество сборки не очень, в основном из-за петли крышки, так как она имеет люфт и тактильных ощущений. На корпусе расположили надпись Weiser, которая стерлась, пока наушники дошли на меня. Также есть небольшой выступ для удобного открытия крышки и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии не фиксируется, но при изъятии наушников крышка не мешает. Хлопок глуховатый и не раздражающий. Внутри бокса расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, маркировку Left и Right, а также два LED-индикатора состояния аккумулятора бокса. Наушники в боксе слегка гуляют. Переходим к наушникам. Изготовлены уши в соответствующем дизайне из пластика. Выглядят они массивно. Сборка на свою стоимость. Габариты по объемным частям составляют 21 на 22 на 23 мм. Звуковод круглой формы. Он не короткий, я бы сказал, длиннее среднего. 4,4 на 5,5 мм. Звуковод имеет, разумеется, обыкновенную сеточку и выступ для удержания амбушюр. Стоковые амбушюры я советую заменить на более качественные, так как, во-первых, звук станет качественнее, во-вторых, посадка будет лучше. Посадка в ухе плотная, но у меня, если длительно слушать музыку, появляется
появляется дискомфорт. Мне этот звуковод не особо зашел. Наушники хоть и не прям тяжелые, но уши реально устают. Пассивная звукоизоляция неплохая, из ушей наушники выпирают. Если потрясти головой, то из ушей не вылетят. На корпусе расположили LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки не мигают. Далее есть два контакта для зарядки, микрофоны, маркировка left и right, а также логотип с сенсорной областью. Значит, логотип со временем сотрется, как и надпись на боксе. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, переключение между игровым и обыкновенным режимом, ответ-сброс вызова и вызов голосового ассистента. Ложных срабатываний у меня не было. На тапы наушники откликаются неплохо, не сказал бы, что без ошибок, но нормально. Озвучивание команд происходит с системными звуками и озвучиванием женским голосом на английском языке. Озвучка, к слову, не самая мрачная. Оснащена эта пара 6-миллиметровыми динамическими драйверами, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, активного шумоподавления и режима прозрачности производитель не предоставил, что неудивительно. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают, но переподключение не бесшовное, так как идет озвучка включения. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинта, разумеется, нет, как и сенсоров приближения, и анимация при подключении к смартфону, ее тоже нет. Емкость аккумулятора бокса 400 мАч и наушников 50 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 35 минут, беспроводная зарядка Qi на борту, что круто, наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, что стандартно. Саморазряда у бокса нет, полный цикл зарядки наушников занимает до 1 часа. Отыграла данная пара по кодеку aptX адаптив на 70% громкости в обыкновенном режиме 7 часов 5 минут. Результат отличный, но производитель заявляет о 9 часах работы. Скорее всего, тест автономности они проводили с другим кодеком и на меньшей громкости. Обычно они это делают на 50%. Быстрая зарядка на борту, и за 10 минут они дают 1 час 10 минут прослушивания музыки в тех же условиях, что немного, но стандартно. Наушники имеют влагозащиту класса IPX4 и, конечно же, окунул их в проточную воду, хоть и не особо этого хотел. После чего проверил работоспособность. Весь функционал работал исправно. Но вам, разумеется, не советую топить устройство с таким классом защиты. И напоминаю, все микрофоны я тестирую как и задержку до утопления. Официального приложения, к которому можно было бы подключить данную пару, нет. Вообще у Вайзеров их нет. Странно, что Вайзер еще живы. Bluetooth версии 5.2 установлен всем известный чип Qualcomm QCC3040 из кодеков на борту AAC, SBC, aptX и aptX адаптив. Через одну стену не отваливались, как и через две стены. Связь держит стабильно хорошо. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом незаметна, играть можно комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением CVC 8.0 справляются неплохо, но имеется постоянный шум, что вообще не радует. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Weiser C3.2 и насколько они хороши решать вам. В целом бокс мне нравится, все тут Soft Touch, Type-C, все дела, еще и беспроводная зарядка. Ну, как работают микрофоны? Что они? Какие перегрузы вы слышите сейчас? Смотрим. Звучание. Запаса громкости более чем достаточно. Я прослушивал музыку не выше 65% громкости. Звучание басхедное, не просто басхедное, а прям отличное басхедное звучание. Бас плотный, средний бас объемный, ощущение многослойности здесь есть. Звучание хорошо сбалансированное, так как басы не заползают на остальные частоты и не мешают им. Середина хорошо проработана, высокие выдвинуты вперед для более четкого звучания, детализация отличная. Инструментал этим наушникам дается великолепно, и различить его можно спокойно. Тем более из кодеки высокой четкости. Если говорить о звучании в целом, то она подойдет любителям качественного баса, который не портит общую картину. Я считаю данные наушники отличными, учитывая свою цену. Хотя, опять же, у Вайзеров есть свои минусы всегда. Но вот что, а звук они, по-моему, научились делать. Можете написать свое мнение, потому что они продаются уже много лет. И всегда у них более-менее лояльная цена. Из минусов нет возможности подключить их к приложению, также нет датчиков автопаузы, мультипоинта нет, плохая сборка бокса и дешевые материалы. Всем, кто хочет мне написать по поводу
поводу мультипоинт я скажу Honor Choice X3 Lite. Мультипоинт есть. Автопаузу почти везде запихивают. Даже в наушниках за $15. Поэтому претензии обоснованные. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, потому что там я очень часто постю различные наушники с очень неприличной скидкой, которые, к слову, потом появляются у меня на обзоре, потому что я сам их покупаю. И не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, и я там как раз вставляю фотографии того, что я тестирую. Иногда тесты не входят в обзоры, потому что народ пишет, что это лишнее, но кому-то это будет не лишним. Резюмирую, беспроводные наушники Weiser C3 2i просто шикарные басхедные ТВСки. В этой ценовой категории ко всему отмечу еще удобное полноценное управление, наличие беспроводной зарядки у бокса, хорошее время автономной работы, низкая задержка в играх и относительно приятный дизайн. Но учтите, что их нужно примерять, так как посадка может вас слегка разочаровать. Не забудьте еще, кстати, что недавно на канале было 3 топа до $50, до $100 и свыше $100 беспроводных наушников. Можете еще их посмотреть, там получается 30 пар достойных. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо, кто оставит любой комментарий больше 5 слов. Знаете, вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.